Привет, друзья! Hello, guys, and welcome to Late in the Evening Russian. It's actually pretty late in the evening right now, but I thought, why not to practice some Russian? So you can just cover yourself with a cozy blankets, hug a pillow, make yourself a cup of tea. It's actually fake, it's only water. And let's have some Russian practice. So I prepared three parts that I thought would be nice to discuss today. And the first one is the verb опоздать. Опоздать is perfective form, опаздывать is imperfective form, if it makes any difference. And that means to be late. In Russian, you don't need to say to be and then the word late. It's just all together. Опаздывать, it's already a verb. It already means to be late. So you don't need to add anything extra. For example, you can call your friend and tell him or her, прости, я опаздываю. Прости, я опаздываю. Я опаздываю. Опаздывать is infinitive. Я опаздываю. Прости, я опаздываю. Or you can say, he will be 10 minutes late. In Russian we say he will be late on 10 minutes. Он опоздает на 10 минут. Он опоздает на 10 минут. Or you can say, обычно она не опаздывает. So опаздывать, обычно она не опаздывает. Обычно она не опаздывает. Usually she isn't late. Обычно она не опаздывает. О, прости, я опаздываю сейчас. Like, I'm sorry, I'm being late. I'm late now. Надеюсь, ты не обидишься, если я опоздаю. I hope you will not be offended if I'm late. Надеюсь, ты не обидишься, если я опоздаю. What else can we use with this verb? Опаздывать нехорошо. Опаздывать нехорошо. Но в России не часто, но иногда люди опаздывают. Люди могут опаздывать из-за транспорта, because of transport, and remember, из-за we need genitive. Люди могут опаздывать из-за транспорта, может быть, из-за плохой погоды, или потому что они поздно вышли из дома. They left their houses late. Они поздно вышли из дома. Много причин, почему люди опаздывают. Много причин, почему люди опаздывают. Транспорт, погода, поздно вышли из дома. Какие еще причины могут быть? So put the video on pause and answer this question. Какие еще могут быть причины, почему люди опаздывают? And the second question here would be, когда в последний раз ты опоздал, or ты опоздала. Когда в последний раз ты опоздал, or ты опоздала. Почему? Какая была причина? Кто тебя ждал? Как долго этот человек тебя ждал? И этот человек обиделся. Was this person offended? Этот человек обиделся, что ты опоздал. Почему да? Почему нет? So you have a little story to make. Put this video on pause and make the story in Russian. Don't forget to pronounce all sentences or story you're going to make out loud. That is super useful. And then come back. Моя история. Моя история о слове опоздать. И это правда. Это правда. В последний раз я опоздала 2 дня назад. Я была в Москве, и у меня был поезд
в Санкт-Петербург. Я приехала на вокзал вовремя. Я приехала на вокзал вовремя, но я приехала не на тот вокзал. Я приехала не на правильный вокзал. Я приехала вовремя, но на другой вокзал. И я опоздала на мой поезд. Я опоздала на мой поезд. Это правда. А поезд не обиделся. The train wasn't offended. Поезд не обиделся, но я была чуть-чуть грустная. Я была чуть-чуть грустная, что это случилось. Okay, next word. Next word for our today. Late in the evening Russian. When you want to say that you are renting a place, like you are renting an apartment, it's a funny verb that is снимать. You know, снимать means to take off, to take off something, but also снимать means to rent, usually with immovable property, like flats, room, house, doesn't really matter. That is снимать. Например, мой муж и я, мы снимаем эту квартиру. We are renting this apartment. Мой муж и я, мы снимаем эту квартиру. We are renting this apartment. Or они снимают квартиру в центре города. Они снимают квартиру, accusative, в центре, prepositional, города, of the city, genitive. Very short, simple sentence, but three cases here. Они снимают квартиру в центре города. Or когда я была в Торонто, первые 2 или 3 месяца я снимала комнату. Когда я была в Торонто, первые 2 или 3 месяца я снимала комнату. Or мои бабушка и дедушка. Remember, guys, we don't have a word for grandparents. You only can say grandma and grandfather. Мои бабушка и дедушка иногда летом они снимают дом за городом. Это неправда. Но для практики. Мои бабушка и дедушка иногда они снимают дом за городом летом. Что ты снимаешь квартиру или комнату или дом? Как долго ты снимаешь это место? Как долго ты снимаешь это место? Как долго ты будешь снимать это место? So now it's time to put this video on pause and have little practice. I will always remind you guys that that is super important part to pronounce everything out loud. So put this video on pause, make this practice, and then come back and we will continue. My story, моя история. Мой муж и я, мы снимаем эту квартиру, я думаю, 2 года. Мы начали 2 года назад, в сентябре, и я думаю, что мы будем снимать эту квартиру еще 1 год. Минимум. Еще 1 год минимум. А потом мы бы хотели, remember this construction? Мы бы хотели снять дом за городом, недалеко от города. Это наш план на следующий год. Это наш план на следующий год. Мы бы хотели попробовать, to try, попробовать снять дом за городом, но недалеко от дома, недалеко от города. All right, and the last piece for this evening. You know, when somebody asks you a question like,
do you like this movie, or did you like this dish? And you want to say that not really. Sometimes I find that people have little hesitation to express maybe their negative emotions in Russian, or if they didn't like something in Russian, they're not sure how to express it in a polite way or what words would be better to use. So today we are going to look at different ways how to express your negative feeling or a negative opinion about something, but in a very nice, polite way, so people would be not offended by you expressing your negative opinion. So the first one is так себе. Так себе. Так себе means so-so. Тебе понравился этот фильм? Ну, так себе. Не могу сказать, что понравился. Так себе. Or тебе нравится этот город? Ну, так себе. Там очень жарко. Ну, так себе. Там очень жарко. And as you can notice, guys, pretty often we can say ну before the answer, and we pronounce it a little bit longer, like ну. It's well, like synonym for well. Separately, it doesn't have any translation, and it just gives you this extra seconds to think of what you actually want to say as an answer. Also, very often people would say не особо. Не особо means like, well, it's a synonym, not really. Not really. Тебе нравятся боевики? Action movies. Тебе нравятся боевики? Не особо. And here you can say ну, не особо, or here as a filler word, people would pretty often say да, which actually means no here. I don't know. Да, не особо. Here we don't say да. We don't say it's like short and neat. We kind of pronounce this a little bit longer. We say да, не особо. And don't forget about this like expression of not really on your face. Да, не особо. So here да doesn't actually mean да. Or if somebody asks you, сегодня холодно на улице? Да, не особо. But actually, yeah, it's terribly cold outside. So да, очень холодно. But if you were somewhere in India, you could say да, не особо. Очень жарко. Also, let's have like one more example. Ты любишь быстро ездить? Ты любишь быстро ездить? Да не особо. Да не особо. So we don't say да не особо. We say да не особо. You can say this да a little bit longer, this a little bit longer, even a little bit. But don't say it short. Да. That means yes. Да не особо. And here да means well, the same as ну. Ну не особо. You can use them both. And one more thing that I wanted to share with you guys. Some people, they have trouble with translating the phrase not as much. For example, if somebody asks you, do you like pizza? And you can say, well, not as much as pasta. Не так сильно. Much can be translated as много, but we don't say не так много. The meaning would be different. Here it sounds like you are speaking of amount of something. But in this context we say не так сильно, not as strong. Не так сильно. Например, ты любишь пиво? Не так сильно, как вино. Не так сильно, как вино. Или ты любишь сноуборд? Ну, не так сильно, как лыжи. Не так сильно, как лыжи. Или ты любишь плавать? Да, но не так сильно, как гулять, например. Не так сильно, как гулять. So, не так сильно, not as much. Or not as much as something. Не так сильно, как.
Alright guys, that is it for today. I hope it was useful. Please practice these phrases. They will fit very nicely in your everyday Russian practice. And if you would like to get a worksheet on grammar and vocabulary tasks from this video, of course, together with the answers, you can check my Patreon page. You can find this option there. Also, if you would like to get the access to a big archive of videos that I made on vocabulary and grammar and practice and all this really cool stuff, you can also find it there on Patreon page. We have live meetings with my patrons every month, so that's always exciting. And see you guys soon in the next video. Пока-пока! Хорошего вечера!